Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Аниме начинается с нашего главного героя по имени Хао, который пытается сбежать от одноклассников, которые преследуют его на крышу школы. Когда он видит, что выхода нет, Хао решает прыгнуть, утверждая, что наконец-то отдохнет. После этого появляется девушка и спрашивает его, съел ли он шоколад Амура. На следующий день Хао представляется и утверждает, что он нормальный парень, потому что он не хочет привлечь чье-либо внимание в своей школе. В класс входит девушка по имени Сия, айдол школы, оставив мальчика в восторге. Затем Сия берет руку Хао и кладет ее себе на живот, утверждая, что она беременна его ребенком. Опа. Это лишает Хао дара речи, и он говорит, что это неправда, но парни злятся на него. Сия продолжает настаивать, что она на 3-м месяце. В результате Хао берет ее за руку и уводит на приватный разговор. Тем временем вся школа узнает об этом, и все злятся и начинают искать его. С другой стороны, Хао говорит Сие, что им лучше разделиться. Позже парни находят его, и он начинает спасаться бегством. В этот момент какие-то девушки хватают его и отводят в туалет. Позже капитан сборной по гимнастике по имени Тан просит его объяснить, что у него с Сией. Хао делает вид, что не знает ее. Это злит Тану, которая упоминает, что они жили вместе. Затем она берет его за руку и предупреждает, что если она узнает, что он связан с Сией, она заставит его страдать. После того, как они выходят, девушка по имени Лин обнимает его и умоляет вернуться домой, потому что она скучает по нему. Однако Хао отвергает ее, говоря, что не знает ее, и она начинает его бить, пока Тан не останавливает ее, заявляя, что только она может это делать. В этот момент Хао пользуется возможностью убежать на крышу школы, где встречает Сию, которая обменивается взглядами с Тан и Линь. Хао говорит, что если они не оставят его в покое, он прыгнет оттуда. В ответ парни пытаются его поймать, а он прыгает. Затем мы видим в небе огромный взрыв, который останавливает время. Вдобавок появляется богиня и спрашивает Хао, ел ли он шоколад Купидона. Он вспоминает, что накануне он съел шоколадный торт. Поэтому богиня объясняет, что девушки тоже его съели, поэтому им суждено чувствовать любовь друг к другу. Позже Хао приходит в свою комнату, вспоминая свою встречу с богиней, которая представилась как Мэй, и сказала, что она Купидон. Она упомянула, что он, вероятно, будет счастлив с этими девушками. Это злит Хао, который говорит, что его мирная жизнь разрушена из-за нее, и мальчики, вероятно, будут преследовать его. В этот момент Мэй отправляется на поиски еды и возобновляет время. Студенты спускаются с крыши в поисках Хао, но не находят его. Хао начинает думать, что Сия должно быть спрыгнула с крыши, однако она там же плачет по нему. Он подходит к ней и приглашает куда-то, что делает ее счастливой, когда она называет это свиданием. На следующий день они оба идут в больницу, чтобы дождаться результатов теста на беременность, в то время как некоторые женщины критикуют их за то, что они так молоды. Позже приходят результаты, показывающие, что Сия на самом деле не беременна. Затем они идут в дом Сии, который оказывается большим особняком. По прибытии ее дворецкий приветствует их вместе с домохозяйкой. Она сообщает Хао, что отца Сии нет дома из-за его работы. В этот момент приходит дворецкий и сообщает, что Сия забеременела от Хао. Поэтому все дворецкие начинают избивать Хао, пока Сия не останавливает их и не заявляет, что она не беременна. Затем она берет Хао за руку и запирается с ним в своей комнате. Тем временем дворецкие пытаются войти, но Сия удерживает дверь, пока Хао не подходит к ней, чтобы заставить ее перестать разговаривать. Затем домработница звонит отцу Сии, чтобы сообщить ему обо всем. Однако он не обращает особого внимания, поэтому Хао выходит из комнаты и говорит ему, что из-за него Сия беременна. Это расстраивает отца, который немедленно возвращается домой. Он входит со своими телохранителями, и Хао не может перестать дрожать. Отец приказывает им избить Хао, но Сия показывает ему тест, заявляя, что на самом деле она не беременна. Поэтому он говорит им прекратить избивать его и спрашивает Хао, почему он солгал о беременности. Хао объясняет, что это был единственный способ увидеть Сию. Затем отец хватает его, говоря, что все, что он делает, это для нее. Хао показывает ему, что для Сии важнее всего быть с ним. Увидев это, отец оставляет Хао, и он убегает. Позже Сия находит его и благодарит. Она приближается, чтобы поцеловать его, но затем исчезает. Мэй объясняет Хао, что он исполнил ее желание, и приворот закончился. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. На следующий день Хао приходит в школу и понимает, что ученики все еще его ищут.
Сия подходит к нему и просит сопровождать ее. Затем Хао вызывает Мэй и спрашивает, как Сия может помнить его, если заклинание исчезло. Мэй объясняет, что несмотря на это Сия не забудет то, что они пережили вместе, и теперь она влюблена в него по собственному выбору. Хао соглашается пойти на свидание с Сией. Затем рядом с Хао падают ножи, и внезапно приближается девушка по имени Сюэли, завидующая тому, что он идет на свидание с Сией. Она хватает Хао и целует его, утверждая, что он принадлежит только ей. Затем появляется ее мать и приказывает ей вернуться в Соединенные Штаты. Однако она отказывается, и они начинают драться до тех пор, пока мать не побеждает. В результате охранники посадили ее в машину и увезли. Позже Мэй появляется перед Хао и спрашивает его о Сюэле, на что он говорит ей, что она друг детства, которая всегда была с ним. В этот момент Хао замечает Сию, которая подходит увидеть, с кем он разговаривает, поскольку она не видит Мэй. В результате они оба смотрят друг на друга, пока Хао не просит ее сообщить ему место и время для их свидания. Поэтому Сия счастливо уходит, а Хао злится на Мэй за то, что она втянула его во все это. Позже он встречает Тан, которая удивляет его пощечиной и говорит ему, что им нужно расстаться. После этого Хао злится и соглашается расстаться с ней, говоря, что никто не захочет быть с ней с таким характером. Это заставляет Тан плакать, и перед Хао появляется Мэй, говоря ему, что он был жесток с Тан. Однако он говорит, что его беспокоит, когда девушка расстается с ним. Затем она объясняет ему, что когда женщина делает это сигнал опасности. Позже Тан обучает нескольких учеников, которые просят ее о пощаде. Однако она начинает обрызгивать их водой, пока Хао не подходит, чтобы остановить ее. Впоследствии он пытается отобрать шланг, но в конечном итоге обливает ее. Как результат, она называет его дураком и уходит. Увидев это, мальчики благодарят Хао за их спасение, но один из них отмечает, что Тан ведет себя странно, потому что она даже не защищалась. Позже Тан принимает ванну, утверждая, что Хао недостоин ее любви. Когда наступают выходные, Хао просыпается и находит Сюэли в своей постели, которая спрашивает, собирается ли он на свидание. Он говорит нет и что он просто планирует получить книги для своей диссертации. В результате она забирает ключи от комнаты и запирает его. Она прощается с родителями, отмечая, что Хао никуда не пойдет, пока она покупает книги. Хао пытается выбраться, думая, что не может испортить свое первое свидание. Поэтому он забирается к окну своей сестры, пугая ее. Тем временем Сия грустит, когда видит, что он не пришел, думая, что, возможно, Сюэли забрала его. В этот момент появляется Хао и извиняется, и она предлагает ему что-нибудь поесть. Пока они там, Хао начинает чувствовать себя некомфортно, представляя, что, возможно, Сия хочет ему рассказать о своих чувствах, как в историях о принцессах. В то же время она краснеет, говоря, что это ее первое свидание с парнем. Затем Хао приближается к ней, делая момент еще более неловким. После этого Хао приглашает ее на съезд аниме и манги. Когда они входят, они видят группу девушек, которых все фотографируют. Сия пытается держать Хао за руку, но нервы мешают. В этот момент какие-то парни подталкивают их сфотографировать Тан, кто занимается косплеем. Она оборачивается и удивляется, увидев Хао. Затем парни подходят к ним поближе и говорят, что Тан очень сексуальна. Поэтому она хватает Хао и берет его в комнату с Сией. Тем временем Сюэли прибывает на мероприятие, чтобы найти Хао. Хао говорит Тан, что в таком наряде она выглядит очень красиво, и она воспринимает это как шутку. Рассказывая ему, что в школе есть парни, которые смеются над девочками с плохой внешностью. Увидев это, она защищала девушек, ударяя парней и обучая их защищаться. Она объясняет Хао, что все видят в ней пример, поэтому они не должны узнать, что она занимается косплеем. Услышав это, Хао говорит ей, что это не имеет значения, и она должна показать свою истинную сущность другим. В этот момент ведущий объявляет, что конкурс вот-вот начнется, поэтому Сия прерывает его и напоминает Тан, что пора выходить. Однако она говорит, что не может участвовать, потому что ей нужны еще 2 человека в ее группе. Поэтому Сия говорит ей, что они с Хао помогут ей. Хао пытается отказаться, говоря, что он парень, но несмотря на это девушки хватают его и отводят его в одну из раздевалок для трансформации. Тем временем Сюэли приближается, чтобы увидеть, что происходит. Затем Хао готовится и смотрит в зеркало, чтобы попрактиковаться в своей презентации. Увидев его, Сюэли признается, что он выглядит очень мило и придумывает с ним новые игры. Тан понимает, что ее платье полностью испорчено, и Хао полагает, что конкурент сделал это из зависти. В результате она убегает, а соперники и конкуренты признаются, что это была их идея.
Хао спрашивает Сию, дорогое ли платье, и она говорит ему, что более того, это имеет огромную ценность для Тан, потому что она использовала его, чтобы выиграть свое первое соревнование. Кроме того, она шила его вручную. Хао говорит Сии, что им еще предстоит принять участие и занять первое место. Затем он идет в ванную, где начинает думать о том, как изобразить Тан. Именно тогда появляется Мэй и спрашивает его, о чем он думает, и он смотрит на нее, думая о чем-то. Позже начинаются соревнования горничных. Итак, Хао выходит на сцену первым. Во время прогулки он спотыкается из-за нервозности и падает на пол, заставляя публику смеяться над ним. Однако он делает милое лицо, покоряя их сердца и зарабатывая хорошие баллы. Тем временем Мэй и Сия пытаются найти Тан для следующего раунда, но когда она не появляется, ведущий конкурса говорит Хао, что если Тан не явится, они будут дисквалифицированы. Поэтому он выходит на сцену и начинает петь, чтобы отвлечь публику. Однако они начинают жаловаться, говоря, что хотят увидеть Тан. Затем Хао просит их замолчать и упоминает, что Тан боится косплея. Он обращается к ней, говоря, что она на самом деле выглядит очень красиво, когда она так одевается. В этот момент Тан падает с помоста на сцену. Так Мэй использует свою магию, чтобы сменить ее наряд и наряд Хао, создавая захватывающую сцену. Как результат, они выигрывают состязание, и Сюэли наблюдает за ними, клянясь отомстить Тан за соблазнение Хао. С другой стороны, девушки из другой команды упоминают, что на следующее соревнование они соблазнят Хао, чтобы заставить его присоединиться к их команде. После этого Сюэли злится и нападает на них. Позже Хао и Тан возвращаются в раздевалки, чтобы переодеться. Они начинают спорить о том, кто должен измениться в первую очередь. Тан толкает его и снимает заклинание с их одежды. В результате им становится неловко, и она дает ему пощечину, бросая в него одежду и называя его извращенцем. Затем появляется Мэй и удивляется, увидев Хао. Она просит его быстро одеться и извиняется за то, что не сказала ему, что заклинание длится недолго. Она объясняет, что она не очень хороша в магии и всегда получает самые низкие оценки среди сверстников. Однако он говорит ей, что если бы не она, он бы не смог спасти Тан. Впоследствии Сия находит Хао и просит его пойти домой. Следовательно, он сопровождает ее, некоторое время думая вернуться к Тан. Сия замечает это и благодарит его, прежде чем попрощаться. Позже Хао встречает Тан и приглашает ее переночевать в его доме. Она краснеет и снова дает ему пощечину. Позже Хао идет в комнату, где встречает женщину, которая приглашает его войти. Она представляется как Цзи, бывший учитель Хао. Хао просит ее одеться, но она отказывается, утверждая, что их только двое. Хао понимает, что в ее комнате все еще беспорядок, возможно, поэтому на ней никто и не женился. Он пытается найти что-нибудь поесть, но находит холодильник пустым. Затем Цзи спрашивает его, пришел ли он поговорить о своей девушке Сюэли. Хао объясняет, что они не пара и просто выросли вместе. Хао начинает вспоминать свое прошлое с Сюэли, которая плакала, когда он постоянно превосходил ее на экзаменах. Однако Хао утешал ее, говоря, что она, вероятно, победит его на следующем. Со временем Сюэли начала преследовать его и обвинила во лжи, поскольку он никогда не был лучше нее. В ответ Хао убежал, прежде чем она успела разозлиться. По прибытию в старшую школу Сюэли пришла в ярость и ударила Хао, потому что тот продолжал получать высокие оценки. Хао наконец признался, что намеренно проиграл ей на экзамене, чтобы сделать ее счастливой. А несколько недель спустя Сюэли публично бросила вызов Хао в классе, заявив, что если она выиграет следующий экзамен, ему придется поехать с ней в Соединенные Штаты для учебы. Как результат, Хао получил лучшую оценку, из-за чего Сюэли заплакала и поклялась, что когда-нибудь заставит его заплатить. Завершая воспоминания, Цзи приближается к Хао. С другой стороны, Сия пытается написать Хао, но останавливается. Затем она получает сообщение от него, думая, что все, чего она хочет, это побыть с ним наедине. Позже Цзи напивается и опирается на Хао, который просит ее контролировать себя, пока она не засыпает у него на коленях. На следующий день Цзи прощается с ним, что заставляет людей думать, что они находятся в отношениях, поэтому Хао убегает. На уроке физкультуры парни с удивлением видят, что Тан не такая строгая, как обычно. Однако она слышит их комментарии и наказывает их, заставляя поднимать тяжести. В этот момент приходит Хао и хочет поговорить с ней. Тан утаскивает его, чтобы поговорить наедине, но он останавливает ее и вызывает ее и ее команду на соревнование. Услышав это, Тан понимает, что Хао, вероятно, не выиграет, так как он один из худших учеников, поэтому она принимает вызов вместе со своей командой. Сказав это, Хао идет в библиотеку учиться. Он проводит там несколько дней, и Сия обнаруживает его, а некоторые парни отмечают, что он заключил пари с Тан.
Позже Хао видит Сюэли посреди улицы, пока идет дождь, поэтому он подходит к ней. Она обнимает его и говорит, что кто-то вернулся, чтобы проклясть ее. На следующий день Хао едет в академию, вспоминая предыдущую ночь, когда мать Сюэли поблагодарила его за то, что он отвез ее дочь домой, отметив, что в последнее время она вела себя немного нестабильно. Позже девушки сообщают Тан, что Хао только что прибыл. Сия замечает, что он выглядит очень уставшим и спрашивает, сможет ли он сдать экзамен в таком состоянии, на что он говорит «да». Появляется Тан и пытается подружиться с ним, в то время как другие девушки начинают над ним смеяться. Однако он не обращает на них внимания и заходит в класс. Оказавшись там, учитель Цзи начинает экзамен. Через несколько минут Хао встает и протягивает его бумагу. Позже экзамен заканчивается и все возвращаются домой. Тан пытается поговорить с Хао, но Сия опережает ее. Он просит ее помочь выбрать наряд. На следующий день девушки говорят Тан, чтобы она перестала беспокоиться о пари, поскольку Хао проиграет. В этот момент появляется Хао в костюме горничной и говорит Тан, что ей придется носить его 2 недели, так как она проиграла. Одна из девочек проверяет оценки и понимает, что Хао занял первое место с высшим баллом. Как результат, Тан неохотно соглашается носить этот наряд, а Хао уходит, говоря, что любит горничных. Позже девочки идут в учительскую и спрашивают, правильные ли оценки, потому что они не верят, что Хао мог превзойти всех. Учитель уверяет их, что так и есть. Цзи также говорит, что Хао не мошенник. С другой стороны, Тан привлекает внимание мальчиков, которые сходят с ума, когда видят ее в новом наряде. Тем временем ее друзья начинают плакать, обвиняя во всем Хао. Впоследствии Хао подходит к Тан и говорит ей, что теперь все в ее руках, поскольку он внес свой вклад в то, чтобы все узнали ее истинную личность. Позже Хао разговаривает с Мэй, которая подтверждает, что он исполнил желание Тан. Именно тогда Сия пытается с ним поговорить, но приходит сердитая Тан и говорит, что наряд, который она ей дала, был для ребенка. Так что Сия убегает, а Тан смеется перед уходом. На следующее утро Мэй спрашивает Хао о человеке, который проклял Сиэли, на что тот отвечает, что это ее бывший парень. Позже 2 детей бросаются на Хао, называя его папой, пока не появляется Лин. Итак, Хао жалуется, говоря, что не знает их, но Лин напоминает ему, что они его дети. Опа. Поэтому она говорит ему, что мальчика зовут Мин, а девочку Хун. Она также просит его вернуться домой, пока дети говорят ему, что они голодны. Хао отвечает, что он позже купит им сладости и просит называть его дядей, когда они находятся на публике. После этого Хао в недоумении начинает бить себя об окно. Мэй объясняет ему, что ее работа в качестве Купидона должна гарантировать, что каждый получит то, что хочет, но если это не произойдет немедленно, магия станет сильнее и исполнит их желание, как это произошло с Лин и детьми. С другой стороны, Мин и Хун поражены, увидев, что Хао находится на первом месте. Лин оставляет их одних, чтобы пойти в офис Академии. Мин убегает, чтобы найти Хао, и Хун следует за ним. Позже Лин сообщает Хао, что дети исчезли, поэтому они оба расходятся, чтобы искать их. Сия видит, что Хун плачет и спрашивает ее, что случилось. Хун объясняет, что ищет своего дядю, поэтому Сия утешает ее и помогает в поисках. Тем временем Мин выпивает энергетический напиток и заходит в класс химии, где он бросает мяч в парня, случайно задев эксперимент, и это вызывает взрыв в классе. Мин продолжает бегать по школе, пока Хао пытается его найти. Некоторые парни рассказывают Хао, где они последний раз видели Мин. Впоследствии Хао видит, как он входит в раздевалку для девочек. Он открывает дверь слегка, но останавливается, думая, что они могут рассердиться на него. Однако Тан обнаруживает его и обвиняет в шпионаже. С другой стороны, Сия покупает мороженое для Хун, когда узнает, что у Хао проблемы. Вернувшись в раздевалку, Тан и девушки прижимают Хао к стене. Внезапно Мин появляется и случайно снимает с Тан платье. В результате Тан приказывает девушкам избить Хао. Позже Лин ждет у входа в академию и видит Хао с детьми. Он предлагает пойти к Лин домой, и она соглашается. По прибытию мать Лин приветствует Хао и угрожает ему ножом за то, что он не пришел раньше. Она также заставляет его называть ее матерью. Позже Лин останавливает ее и просит их сесть. С другой стороны, Сия лежит на кровати и думает о том, как пригласить Хао на свидание. Позже Хао помогает Мин и Хун с домашним заданием. В какой-то момент Лин входит в комнату и начинает раздеваться, заставляя Хао встать и отправить детей спать. Лин садится рядом с Хао и говорит ему, что пора спать, заставляя его нервничать, думая, что ему придется переспать с ней. Внезапно Хао звонят, поэтому он берет телефон и выходит из комнаты. Сия приглашает его погулять в воскресенье, и он соглашается. После звонка Хао говорит Лин, что ему нужно уйти, потому что возникла проблема. Она просит его отвезти детей
поиграть в парке в воскресенье. Хао не знает, что делать, и обдумывает это. Однако он звонит Сии, чтобы отменить свидание, но вспоминает, что у нее не так много друзей. Так что он говорит, что приедет в тот день пораньше. Когда наступает воскресенье, Хао сдерживает свое обещание и приходит в парк вместе с Лин и детьми. Они решают сначала покататься на колесе обозрения. Когда они оказываются наверху, Хао пугается и случайно хватает женщину за ногу. Лин злится, говоря, что он подает плохой пример ее детям. После поездки Хао замечает время и вспоминает, что Сия должна прийти в 10, поэтому они продолжают кататься на аттракционах в парке, пока он внезапно не отдаляется от них. Появляется Мэй и говорит ему что-нибудь съесть, но Хао объясняет, что у него нет времени, потому что у него есть всего 10 минут, чтобы встретиться с Сией. Мэй предлагает помощь, но он отказывается. Однако Сия приходит раньше него. Сия говорит ему, что все в порядке, и признается, что приехала раньше, потому что это свидание для нее особенное, так как ей нужно сказать кое-что важное. Однако, когда она пытается заговорить, она сразу же замолкает. Подходит парень и просит их сфотографировать, поэтому он просит подойти поближе. Сия обнимает Хао, заставляя его краснеть. Внезапно ее шляпа улетает, но Хао ловит ее. Сия подходит ближе к нему и целует его. Позже Хао идет в ванную, чтобы обдумать о том, что произошло, и спрашивает Мэй, поступает ли Сия так из-за шоколада. Она объясняет, что нет, и девушки влюбляются в него сами по себе. Поэтому Хао идет в магазин, чтобы купить что-нибудь детям. Он встречает парня по имени Донг, который говорит ему, что ему нужно защищать Сюэли от ее бывшего парня. Появляется Тан и спрашивает Хао, что он там делает. Затем ему звонит Сия, и он просит Тана помощи. Тем временем Сия продолжает звонить ему, и вдруг появляется Тан. Сия спрашивает ее, что она здесь делает, и Тан отвечает, что Хао немного занят. Поэтому он попросил ее пока сопровождать Сию. Сии становится грустно, но Тан подбадривает ее, говоря, что она выглядит очень красиво. Она спрашивает Сию, пришла ли она на свидание, и Сия говорит, что нет, объяснив, что она встретила Хао случайно. Затем Тан предлагает ей присоединиться к играм. Тем временем Хао приходит с Лин и дарит детям плюшевого медведя. Однако он замечает, что Хун плачет, поэтому Лин объясняет, что она хотела выиграть игру в рисование, чтобы купить мороженое для Мин. Поэтому Хао ведет детей на викторину, чтобы выиграть мороженое. Пока они там, парень начинает задавать вопросы. Хао отвечает на все из них, не давая шанса остальным. Парень просит его успокоиться и дает ему купон в качестве приза. Он использует его, чтобы купить мороженое, и Лин благодарит его, говоря, что они с детьми очень счастливы. Хао говорит ей, что это его долг как отца. Внезапно Лин замолкает и затем упоминает, что Хао очень на него похож. Позже Тан и Сия покидают парк и видят Хао с Лин. Тан злится и запирает его в чулане, обвиняя его во лжи и что он вместо того, чтобы быть с Сией, пошел с Лин. Хао объясняет, что случайно встретил Лин, но Тан ему не верит, говоря, что Лин плакала. Итак, он говорит ей, что хотел только помочь ей, и спросил о ее отце, так как видел только ее маму, из-за чего Лин заплакала. Тан и Сия верят ему и просят Хао помочь Лин, поскольку она слишком молода, чтобы заботиться о двух своих младших братьях и сестрах. Поэтому Хао просит фотографа парка сделать снимок с Лин и ее детьми. Фотограф удивлен, увидев ее снова, но все равно фотографирует. После этого они возвращаются в свой дом. По прибытию Лин прощается с Хао и просит его не говорить своей матерью о ее отце, на что он обещает не делать этого. На следующий день Хао посещает начальную школу, где училась Лин. Однако охранник не пускает его. Тем не менее, ему удается пробраться внутрь и войти в школу, чтобы найти учителя. Он входит в учительскую и спрашивает об этом. Однако учителя злятся на него за вход без разрешения. Более того, его находит охранник, и Хао выбегает, но натыкается на другого учителя, который обвиняет его в извращении. После этого Хао говорит ей, что хочет поговорить о Лин, и она успокаивается и решает поговорить с ним. Они оба сидят на скамейке, и она рассказывает ему, что отец Лин забирал ее из школы, и сначала она была очень счастлива. Однако однажды отец бросил ее и больше не вернулся, в результате чего личность Лин стала более тихой и грустной. Получив эту информацию, Хао спрашивает у учителя адрес отца Лин, но она отказывается ему говорить. После этого Хао садится выпить, пока Мэй пытается убедить его сдаться. Однако он отвечает, что воспользуется своим секретным оружием. Позже той же ночью в полицейском участке офицер проверяет информацию на компьютере, когда Хао внезапно выключает свет и украдкой входит в комнату. Как результат, охранник ловит Хао и ставит его посреди комнаты для допроса. Он подходит к Хао и начинает смеяться, на что Хао говорит, что охранником является его брат по имени Ян.
Затем он просит помочь найти информацию об отце Лин. Ян пытается найти, но понимает, что в базе данных о нем ничего нет, поэтому он думает, что возможно он покинул страну. Однако он обещает продолжать поиски и сообщать Хао новости. После этого Хао уходит и встречает Мэй, которая удивлена, увидев, как он без проблем вошел в полицейский участок. Позже Хао возвращается домой, где родители сообщают ему плохие новости, говоря, что их конец близок. Он нервничает, не понимая, и Сюэли входит и тащит его в комнату. Позже она начинает его раздевать, но он успевает убежать и прячется в ванной. Через несколько часов Хао возвращается в комнату и находит Сюэли спящей. Он вспоминает особенный подарок, который Сюэли подарила ему, когда они были детьми. Как раз в тот момент Хао звонит Ян и сообщает, что нашел информацию. Впоследствии Сюэли просыпается и тянет его на кровать, чтобы продолжить свои шалости. На следующее утро Сюэли отвозит Хао в школу и говорит ему, что этой ночью они продолжат, что раздражает других парней, которые его избивают, а Лин все подслушивает. Позже Хао звонит по номерам, которые дал ему Ян, чтобы найти отца Лин. Он начинает звонить, но все они кажутся заняты. Когда он добирается до последнего, Хао слышит звонок телефона. На другом конце провода отец Лин слышит звонок, но решает не отвечать. После занятий Хао снова звонит. На этот раз отвечает отец Лин. Хао просит его вернуться к Лин, так как она очень по нему скучает. В ответ он признается, что Лин не его дочь, в результате чего Хао теряет дар речи. Поэтому он идет в дом Лин и видит, что она убегает из дома, потому что ее мать сказала, что ее отец мертв. Впоследствии Хао пытается поговорить об этом, но она запирается и просит его остановиться. Затем пожилая женщина подходит к Хао и говорит ему правду. Он удивляется и уходит. Тем временем появляется Мэй и спрашивает его, что случилось. Хао говорит ей, что мать Лин собиралась создать семью с полицейским, настоящим отцом Лин, но в тот день его коллеги вызвали его по экстренному поводу. К сожалению, он умер, оставив ее одну. Поэтому Юэ позаботился о них и пообещал присмотреть за Лин. Однако с течением времени родители Юэ рассердились на него и выгнали его из дома из-за того, что он женился на матери Лин, не говоря им. В результате позже Юэ развелся с ней и оставил Лин заботиться о своих родителях. Закончив рассказ, Хао злится, заявляя, что и Юэ, и полицейский были безответственными за то, что не позаботились должным образом о Лин и ее матери. Он решает больше ничего не делать. Мэй пытается убедить его образумиться, но он отказывается и уходит. Позже Хао приходит к себе домой и входит в свою комнату, даже не поужинав с родителями. Он начинает бросать свои книги на пол, пока не видит фотографию с Линой и детьми. Он останавливается и понимает, что еще не может сдаваться. Он также сожалеет о плохом обращении с Мэй, и она появляется у его окна, прощая его. На следующий день Хао звонит Юэ и напоминает ему, что Лин все еще любит его, и он нужен ее матери. Однако Юэ кладет трубку. С другой стороны, Сия посещает кафе, где Тан работает, и говорит ей, что Хао в последнее время ведет себя очень странно. Хао продолжает попытки связаться с Юэ, но он не отвечает. Затем он вспоминает, что планировал встретиться с Лин, чтобы порисовать с детьми, поэтому он прощается с Мэй и идет в школу, чтобы забрать Хун и Мин. Когда они приезжают, оба ребенка рады видеть здесь своих родителей. Они ждут, чтобы перейти улицу, как вдруг грузовик теряет управление и приближается к Лин. В результате приезжает скорая помощь и увозит Лин в больницу. Тем временем Сия встречает своего отца, который говорит ей, что будет с ней в отпуске, и она благодарит его. Именно тогда она замечает, что с Лин произошел несчастный случай, поэтому они меняют направление и направляются в больницу. С другой стороны, Юэ задерживается в своей компании, когда внезапно ему звонит Хао, который сообщает ему, что с Лин только что произошел несчастный случай. Он выбегает и садится в машину, чтобы добраться до больницы, так как в этот день рейсов нет. Тем временем Сия и Тан ждут в приемной больнице, когда появляется доктор и сообщает им новости. Позже приходит Юэ и мчится в больницу и спрашивает врача, что случилось с Лин. Затем он подходит к отделению неотложной помощи и начинает плакать из-за того, что не приехал раньше. Именно тогда Лин подходит к нему, обнимает и плачет. С другой стороны, Хао просыпается в больнице, вспоминая, что когда грузовик почти сбил Лин, он встал на пути, приняв на себя часть удара, потому что Мэй остановила грузовик, чтобы спасти его. Затем Хао просыпается в волшебном месте, где встречает Хун и Мин. Хун дает ему блокнот, наполненный рисунками, изображающими моменты, которые они провели вместе. Окончательно она говорит ему, что заклинание закончится, и они исчезнут из его жизни. Мин говорит Хао позаботиться о Лин, ведь они будут наблюдать за ними из другого мира.
Сказав это, Хао просыпается и видит Лин. Через месяц Хао выписывают из больницы, и он встречает Сюэли, которая утверждает, что пришла, чтобы забрать его. Позже приходит Сия и говорит то же самое, что и Тан и Лин. Сюэли останавливает их и вызывает на бой, отвлекая их и быстро уводя Хао. После этого Хао начинает кричать, понимая, что его похищают. На этом заканчивается первый сезон этого аниме. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.